Всем привет! И сегодня я буду готовить очень вкусные, необычные муссовые пирожные. В составе у них будет рисовый мусс, вишневое компоте и обычный классический бисквит. Итак, для начала начнем с вишневого компоте. Для него нам понадобится вишня, сахар, вода для желатина и сам желатин. В первую очередь замачиваем желатин в холодной воде и оставляем на 5-10 минут набухать. Затем в небольшом сотейнике с толстым дном смешиваем вишню. Обязательно порежьте ее на небольшие кусочки. Добавляем к ней сахар и ставим все это на средний огонь. Периодически помешивая, вишню доводим до горячего состояния. Сахар у вас должен полностью раствориться. После чего снимаем ее с огня и добавляем к ней набухший желатин. И все это тщательно перемешиваем. Вишню остужаем до теплого состояния, после чего нам понадобится форма диаметром 18 см. Обтяните ее пищевой пленкой или фольгой. Ставим все это на ровную поверхность и выливаем туда всю начинку. Все это равномерно распределяем и убираем все это в морозилку до полной заморозки. После того, как компоте у вас заморозилось, аккуратно вынимаем его из формы. Так как силиконовая форма у меня идет в виде сердечек, нам понадобится вырубка меньшего размера, чем сама форма, в виде сердца. Всего вырезаем 8 таких прослоек, после чего отправляем их обратно в морозилку. Теперь давайте приготовим классический бисквит. Для него нам понадобится яйцо, сахар и мука. В чаше для взбивания смешиваем одно яйцо, добавляем сразу весь сахар и взбиваем на протяжении 5 минут, пока яйца не посветлеют и не станут очень пышными. Сразу же добавляем всю муку, по желанию можете просеять, я этого не делаю, так как количество довольно маленькое. Все это тщательно перемешиваем лопаткой до однородного и воздушного теста. Тесто перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разравнивая, делаем круг диаметром примерно 22 см. После чего убираем в духовку, предварительно разогретой до 180 градусов, на 5-10 минут. Вот так вот выглядит готовый корж, он у вас должен немного подзолотиться, ни в коем случае не пересушите. Итак, теперь вырезаем 8 таких мини-бисквитиков, той же вырубкой, что и начинку, после чего оставляем их в сторону до момента сбора. Как только вы подготовили коржи и компоте, приступаем делать мусс. Для него нам понадобятся сливки, рис, сахар, йогурт, вода для желатина и сам желатин. Для начала замачиваем желатин в холодной воде и оставляем на 5-10 минут набухать. Теперь займемся рисом. Я беру круглый, но вы можете брать абсолютно любой. Пару раз промываем его в холодной воде, воду сливаем и перекладываем его в отдельный сотейник. Рис в основном варится в пропорциях 1 к 2, то есть на одну часть риса добавляем 2 части холодной воды. Ставим все это на огонь чуть выше среднего, закрываем крышкой и доводим до активного кипения. Как только начнет активно кипеть, огонь уменьшаем до ниже среднего и варим в течение 20-25 минут до полной готовности. Вот так вот выглядит готовый рис, и пока он еще горячий, добавляем к нему сахар и набухший желатин, и все это тщательно перемешиваем до полной однородности. Рис немного остужаем, после чего добавляем к нему йогурт и снова перемешиваем. Если эта масса осталась у вас еще немного теплой, то полностью ее остудите. Как только рис у вас остыл, в чаше для взбивания смешиваем охлажденные сливки от 30% и взбиваем их до мягко плотных пиков. В несколько этапов добавляем сливки к остывшему рису и все это аккуратно перемешиваем. У вас должен получиться вкуснейший и воздушный рисовый мусс. Для удобства перекладываем его в кондитерский мешок. Теперь займемся формой. Подготовьте ее обязательно заранее. Итак, у меня вот такая вот силиконовая форма в виде сердечек. Всего у меня получится 8 небольших пирожных. Каждая ячейка у меня идет на 100 грамм жидкости, поэтому если у вас такой формы нету, вы можете использовать любую похожую по этим граммовкам. Итак, ставим ее на ровную поверхность и заливаем муссом примерно до половины. Форму обязательно немного потряхиваем, чтобы мусс равномерно распределился, после чего в муссе утапливаем вишневое компоте. Сверху отсаживаем небольшое количество мусса. Немного потряхиваем форму и утапливаем внутрь мини-бисквитики.
Все максимально ровно разглаживаем, после чего убираем форму в морозилку на целую ночь, чтобы все хорошенько заморозилось. На следующий день муссовые пирожные я решил покрыть зеркальной глазурью. Рецепт этой зеркальной глазури скоро выйдет на канале, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Итак, у меня тут розовый и белый цвет зеркальной глазури. Все пирожные максимально быстро достаем из формы, выкладываем их на решетку и пока не выступил конденсат, покрываем их зеркальной глазурью. Когда глазурь перестанет стекать, аккуратно приподнимаем их и перекладываем на отдельные подставки. После чего я их отправляю в холодильник на несколько часов размораживаться. Итак, вот такие вот красивые они у меня получаются. Вот так вот выглядит пирожное в разрезе. Сами же муссовые пирожные получаются очень вкусными, нежнейшими. Не знаю почему, но рис в тортах и муссовых пирожных мне очень нравится. Поэтому обязательно попробуйте. Итак, я надеюсь, видео вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока!